Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья, гости моего канала и все, кто любит сказки. С вами снова я, бабушка Сонбо. Я с нетерпением ждала этой встречи с вами. Мои дорогие, сегодня я прочитаю вам заключительную главу сказки «Принц Ворон». Но на этом бабушка Сонбо не закончит с вами встречаться. У меня еще много сказок для вас. А пока усаживайтесь поудобнее, укладывайтесь в свою кроватку, возьмите свою любимую игрушку, а бабушка Сонбо прочитает вам 12-ю главу, заключительную. Сказка «Принц Ворон». Казнь. Прошло 3 дня и 3 ночи. После вечерней трапезы злая колдунья зашла в свои покои и увидела на полу черный круг. Заколдованные муравьи ползали друг за другом, создав магический круг. Ведьма взмахом руки собрала их, поместила в коробку и отправилась в свое тайное убежище. Этой ночью она вновь сварила зеркальное зелье и, высыпав в чан всех муравьев, прошептала: «Расскажите мне все, что вы видели и что слышали». В зеркальном зелье ведьма увидела, как Анисия ходит по замку и, как ни в чем не бывало, занимается по хозяйству. Она также увидела ее в озере, когда ее красивые черные волосы свисали по ее спине, на котором не было горба. Ведьма в ярости смотрела на ее лицо, которое было нежным, белоснежным и красивым, с легким румянцем на щеках. Больше всего злодейку разозлило то, что когда девушка держала на руках ворона, он смотрел на нее с нежностью, и его сердце билось от любви к ней. Колдунья позеленела от всего увиденного. Она то шипела, то рычала, то снова извергала из себя желчь. «Ах ты, мерзавка!» — сквозь зубы проговорила она. «Ты со своим уродством посмела отобрать моего принца? Ну уж нет! На этот раз я избавлюсь от тебя навсегда! Я заберу твою никчемную жизнь!» Она всю ночь метусилась по комнате и что-то бормотала себе под нос. Как только наступило утро, она позвала в тронный зал всех своих слуг и приказала им уничтожить весь скот и всю оставшуюся птицу у жителей королевства, распространить слух о том, что это сделало косматое чудовище с большим горбом на спине и огромными кривыми торчащими изо рта зубами. Его нужно поймать и казнить. Слуги все сделали, как приказала им злая королева. Когда люди узнали о том, что чудовище уничтожило весь их скот и птицу, они сильно разозлились на него. С вилами, топорами и веревками они отправились по полям и лесам на его поиски. И вот, спустя какое-то время, ни о чем не подозревая, Анисия собирала свои любимые травы в лесу. Ворона в этот момент не было рядом с ней. Люди, увидев чудовище с огромным горбом на спине и безобразным видом, накинулись на него, связали веревками и повели его в королевство на площадь, чтобы решить, как поступить с чудовищем. Ведьма
заранее приказала слугам соорудить место казни. Когда Замарашку привели, колдунья собрала всех людей на площади. Девушку привязали к столбу, вокруг которого было разложено много сухих веток. Обозленные люди пришли посмотреть на ее казнь. Колдунья приказала зачитать королевский указ. «Жители королевства, чудовище поселилось в нашем лесу и поедало скот и птицу, и весь наш урожай. В итоге оно уничтожило все, что было у горожан, и поэтому приговаривается к казни через сожжение», — говорилось в указе. «Сжечь его! Сжечь на костре!» — кричали в толпе. От ужаса и отчаяния Замарашка стала говорить им, что она не делала этого и что она не чудовище, а Анисия, которая всегда им помогала. Но люди слышали только звериный рык, похожий на рык загнанного зверя. Среди людей стоял старенький дедушка-странник. Он смотрел на них и сокрушался. В каких злых и бессердечных они превратились! А все потому, что такими их сделала злая завистливая колдунья. Он смотрел на Анисию, и ему было ее жаль. Он видел, как она напугана и не могла сказать людям на их языке, что она не причиняла никому вреда. Колдунья приказала слугам поджечь сухие ветки. Они разгорелись, и пламя все ближе и ближе подступало к девушке. Языки пламени начали доставать до одежды, и та на ней загорелась. В отчаянии от того, что она сейчас сгорит заживо, Замарашка, что есть силы, крикнула: «Помогите!» Раздался отчаянный дикий звериный рык. И тут в небе появилась огромная птица. Это был принц Ворон. Одним взмахом своего правого крыла он погасил пламя. Сильным клювом разорвал все веревки, связавшие Замарашку. Он хотел улететь вместе с Анисией, но услышал голос ведьмы. «Принц, остановись! Посмотри на меня, Эдгар! Ты должен выбрать меня, ведь я молода и красива. Зачем тебе это уродливое и убогое существо, это чудовище?» «Принц? Эдгар?» — послышались голоса среди толпы. «Он жив? Сын покойных короля и королевы? Но где же он?» Люди стали искать принца среди самих себя. И тут Ворон сказал, обращаясь к королеве: «Какой бы ты ни была красивой и молодой, как бы ты ни пыталась меня завоевать, я все равно не выберу тебя. Я люблю ее». Он повернулся к Замарашке и добавил: «У нее безобразный вид. Она похожа на чудовище, но в ее сердце так много любви и сострадания, что хватит на всех вас, живущих в этом королевстве. И я люблю ее за это». Его размеры стали уменьшаться, крылья и лапы и все тело превратились в человека. И в этот же момент чудище у всех на глазах тоже стало меняться. Горб исчез, лицо стало запачканным, одежда стала грязной и рваной. Все увидели, как чудище стало Замарашкой. Люди вспомнили, как прогнали ее из собственного дома. «Это же Замарашка!» Кто-то выкрикнул в толпе. Но тут произошло еще кое-что. Неопрятная девушка
стала чистой и опрятной. Ее лицо стало белоснежным и красивым, волосы черными, блестящими и струящимися. И все увидели Анисию, ту самую, которая помогала каждому из них, от улыбки которой всем становилось тепло и хорошо на душе. «Это же наша Анисия!» — вновь крикнул кто-то из толпы. Всем вдруг стало очень стыдно. Люди поняли, что поступили очень плохо с ней. Вспомнили, как прогнали ее из дома. Они также поняли, что они натворили. Чары развеялись. Вместо старика-странника стояла фея. Вместо королевы все увидели ту самую злую, завистливую женщину, которая постоянно насылала на них всякие напасти и проклятия. Все слуги, которые служили злодейке, очнулись от ее чар, узнали принца и радостно закричали: «Это же наш принц Эдгар, наследник нашего королевства! Он жив!» А кто-то кричал: «Это же наша Анисия!» Все радовались и обнимали друг друга. Злая колдунья от собственной злобы стала топать ногами и кричать, обращаясь к своей кузине: «Это все ты подстроила! Ты всегда делала мне назло! Ты нарушила правила нашего клана!» Но фея спокойным голосом ответила ей: «Я ничего не сделала, чтобы нарушить правила нашего клана. Я лишь немного помогла и исправила острые углы. Все остальное сделала любовь». Она повернулась, чтобы уйти, а злодейка попыталась что-то нарисовать в воздухе ей вслед. Но фея, махнув рукой, нейтрализовала все ее действия и сказала: «Даже не смей!» Повернулась и ушла. Колдунья позеленела от злости, раздулась, как жаба, и лопнула от собственной желчи. Брызги и капли разлетелись в разные стороны и через мгновение исчезли, будто ничего и не было. Эпилог. Когда Эдгару должно было исполниться 10 лет, фея высоко в горах на скалах создала замок для принца. Всем птицам, живущим в тех местах, приказала служить ворону, а сама отправилась путешествовать по земле в облике странника. Ведь несправедливости в мире было предостаточно. Когда она вернулась в королевство, то не узнала его. Фея решила проверить, что происходит. Люди стали другими. От стайки воробьев она узнала про Анисию и решила посмотреть на девушку, которую заколдовала ее злая кузина. Она узнала, что девушка, пройдя все трудности и лишения, не утратила в своем сердце доброту, сострадание и милосердие. Погостив у замарашки, фея отправилась вглубь леса, нашла там заросшее болото и превратила его в чистое волшебное озеро. Находясь в лесу, волшебница увидела замарашку и ворона. Она почувствовала, что между ними зарождается крепкая дружба. Фея волшебными нитями укрепила их дружбу. Но ведьма не оставила своей привычки пакостить
и отравила все колодцы. Фея не могла допустить гибели невинных людей. Волшебница нашла замарашку, и они вместе спасли всех жителей королевства от страданий. Злодейка вновь вмешалась, превратила замарашку в чудовище и разорвала дружескую связь между ними. Но ведьма не знала, что любовь уже поселилась в их сердцах, а эту связь никто не мог разрушить, ни один злодей. Когда фея узнала о том, что ведьма хочет казнить Анисию, она в облике странника пришла на площадь, чтобы помешать. Но любовь в сердце ворона была сильнее козней злодейки. Он прилетел на помощь к своей возлюбленной и разорвал все веревки, связавшие Анисию. Он потушил пламя и на глазах у всего народа произнес слова, которые уничтожили ведьмины чары. Злую королеву настигла кара. Она лопнула от собственной злости. Принц подошел к Анисии, взяв ее за руки, сказал: «Я очень рад видеть тебя вот так, не прячась». Анисия увидела перед собой того, о ком всегда думала. Она смотрела на него, и ее переполняло счастьем. Девушка не могла поверить в то, что птица, которая всегда была рядом и спасла ее дважды, это был принц Ворон, и что тот прекрасный юноша, хозяин замка, в которого она влюбилась с первого взгляда, тоже был он. Это был один и тот же человек. Они оба смотрели друг на друга с нежностью и любовью. Их сердца замирали и бились в одно и то же время. Все люди радовались и смеялись от счастья, переполнявшее их. Все осознали свои ошибки. Они стали просить прощения у Анисии, и она их простила, потому что у нее было очень доброе сердце. Понемногу в королевстве все стало налаживаться. Принц Эдгар стал править своим королевством. Он был таким же добрым и справедливым, как и его отец. Все в королевстве его очень любили. Народ перестал голодать, и люди вновь стали добрыми и счастливыми. Когда у принца Эдгара и Анисии была свадьба, праздновало все королевство. А когда через год у них родилась маленькая принцесса, фея стала ее крестной мамой. Принц Эдгар и Анисия жили долго и счастливо, и все королевство стало процветающим. Люди жили и радовались, что у них такой замечательный правитель. Конец сказки. Мои дорогие друзья, ну вот на этом закончилась наша сказка. Я надеюсь, что она вам понравилась, и я не зря ее написала для вас. Я благодарю вас, что всю эту сказку вы слушали вместе со мной. Но я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до следующей встречи. Я написала для вас еще сказки. И надеюсь, что мы с вами долго еще будем встречаться. А пока бабушка прощается с вами, до следующей сказки, мои маленькие и любимые мои слушатели.
До скорой встречи!